Сегодня хотел бы поговорить о новом законе, который ввели 1 ноября. Называется он «Закон о локальном интернете». Я говорил о нем ранее, еще давно. Тогда мы не предвещали беды никакой, но сейчас он уже введен, он прошел 3 слушания и аккуратно был запущен втихаря, как будто бы мы его и не заметим. Сегодня я хочу обсудить, что нас ждет дальше, какие будут изменения и что вообще будет происходить с интернетом в России. Кстати, зацените мою футболку, это Diablo 4. Надеюсь, вы поставите за нее лайк, и мы начинаем. Эту статейку написал сайт Forbes, написали они, что будет с бизнесом и что будет с интернетом в целом. Очень интересно почитать для того, чтобы понимать. Вы спросите, зачем ты вообще об этом говоришь? Мне кажется, что это касается всех. Во-первых, сейчас выделили где-то 30 миллиардов на новую технологию, которая будет принадлежать Роскомнадзору, и когда что-то принадлежит Роскомнадзору, то все достаточно плохо. Если вдруг Роскомнадзору что-то покажется подозрительным, он без участия операторов теперь может заблокировать любой канал связи, отключить вредоносный ресурс, вредоносный канал, сайт и вообще все, что ему захочется. Без суда, без выяснения, вот просто ты не нравишься, мы тебя отключаем. А новые возможности регулятора насторожили весь сетевой бизнес. Если сайт компании работает на иностранном сервере, например, Amazon, использует для анализа данных сервис Google Analytics или ведет продажу через Instagram или другие иностранные соцсети, он рискует лишиться доступа к привычным инструментам, если того захочет Роскомнадзор. Что это все значит? Вообще очень многое расположено на серверах Amazon, в том числе и наш любимый PSN, какие-то игровые сервера. И как вот здесь говорится, что когда блокировали Telegram, под ковровую бомбардировку попали серверы Amazon, на которых базировался Google Analytics. И вот человек месяц не мог нормально отчитаться перед клиентом. А здесь будет то же самое. И вот здесь человек из агентства Q-Marketing пишет, например, что в законе о суверенном интернете он видит много рисков, поэтому в течение полугода он будет перевозить сотрудников в США и Польшу. Потому что работать теперь в России будет не очень хорошо в интернете. А чтобы вы понимали, в этой статье высказываются совершенно разные люди из разной сферы интернета, и мы просто зачитаем, что они думают об этом законе, чтобы я не был голословным, просто это касается всех, и я думаю, все должны знать. А пока немножко отвлечемся, и вот новые тоже новости белгородского блогера проверяют за мем. Следственный комитет Белгородской области занялся проверкой местного блогера. Поводом послужили опубликованные им картинки. На одной была изображена Дева Мария, похожа на порноактрису, на другой Иисус в образе Лунтика. И его сейчас судят, и его сейчас проверяют. Другая интересная новость, которая не касается пока что локального интернета, я просто решил переключиться и рассказать еще о новостях интернета, что происходит с российским интернетом, о том, о чем не говорят. Все говорят о цензуре в Call of Duty, все говорят о том, какая игра плохая, но забывают о том, что прямо у них под носом происходит тотальная дичь. То есть интернет хотят конкретно начать контролировать, как это происходит в Китае, где существует закрытый интернет, в котором вы YouTube не посмотрите, не выйдете на нужные вам сайты. Короче говоря, вот, в Совете Федерации предложили включить блогеров в закон об иноагентах. Короче говоря, теперь вам надо зарегистрироваться, и вы не имеете права вести интернет-деятельность, потому что в законопроекте в новом имеется в виду не только те лица, которые являются владельцами какого-либо ресурса, да, то есть типа иностранного. Нет, теперь все, кто распространяет информацию для круга лиц какого-либо, в том числе и в интернете, должны будут зарегистрироваться и маркировать свою информацию определенным образом. Что это значит? А это опять значит контроль какой-либо информации в интернете. То есть теперь уже надо регистрировать то, что ты делаешь, какой-то отчет у тебя должен быть по информации, по видеороликам, по контенту, который ты делаешь. Ну, короче, абсурд. Но вернемся к главной теме, это к локальному интернету и к закону, и что говорят о нем люди. Вот, например, гендиректор ювелирного маркетплейса nebo.ru. Мы продаем ювелирные украшения, говорит Ольга. Продаем в России и внутри таможенного союза. Сервер находится в России, вся IT-инфраструктура тоже. Казалось бы, нет проблем, но это не совсем так. Мы используем большое количество внешних сервисов, которые помогают проводить маркетинговую аналитику, CRM-системы, сервисы, проведение рассылок. И чтобы компенсировать дополнительные издержки, мы будем вынуждены повысить цены на продукт на 20-30%. И это касается абсолютно всех игроков рынка, которые продают товары и услуги в интернете. То есть интернет-бизнесы пострадают после создания локального интернета, могут пострадать. Теперь вот высказывается уже Алексей Чувашов, это технический директор мобильных приложений 65 Apps. Он говорит, что глобально, если отключение от всемирной паутины все же произойдет когда-либо, то станут недоступными все сервисы Google, включая аналитику, Facebook, Instagram и Twitter. Смартфон превратится в бесполезный кусок пластика, останутся только звонки, смс и, может быть, навигатор. Я вижу выход подключения к спутниковому интернету, это дороже, но для нашей компании разница несущественна.
Следующий человек, который высказался, это Никита Сычев, сооснователь агентства Neo Media и платформы MoiDzen. Он вот что пишет. Вероятность полной блокировки таких ресурсов, как YouTube и Instagram, в стране теперь реальна. Крупные компании, такие как Сбербанк, Mail.ru, объединяются не просто так на рынке. Есть мнение, что это делается для усиления позиций российских социальных сетей. Если американские сервисы перестанут работать в России, люди действительно хлынут в соцсети, не подверженные блокировке. Поэтому я бы советовал заранее перенести весь свой социальный актив ВКонтакте или в Яндекс. При этом я отдаю себе отчет в том, что суверенный интернет породит цензуру, неугодный сайт можно будет гораздо проще положить. Не исключена ситуация, в которой ваш конкурент, имея знакомого из Роскомнадзора, спровоцирует блокировку вашего же сайта из-за якобы подозрительного трафика. Другой человек — это Альберт Асканов, сооснователь и гендиректор маркетплейса одежды Оскели. То есть, как вы видите, абсолютно разные люди об этом высказываются. Почему я решил сделать подобный ролик? Просто в поддержку интернета. И если вы тоже за свободу, если вы не хотите завтра проснуться и у вас был бы локальный какой-то чебурнет, тогда, пожалуйста, напишите какой-нибудь комментарий, поставьте лайки. Давайте выведем этот ролик, чтобы его увидело больше людей, потому что мало кто об этом говорит, а это ведь действительно большая проблема. И когда наступило 1 ноября, никто не сделал об этом видео. И именно поэтому я его сейчас и записываю. Поэтому любой комментарий пишем, это будет полезно, это выведет видео повыше и поможет нашему интернету. Вот что пишет Альберт. Власти получат рубильник, одним нажатием на который можно будет изолировать российский сегмент интернета от сайтов на зарубежных серверах. Но реализация, скорее всего, будет плохо организована, плавненько закрыть иностранные серверы не получится. Они просто нарушат гладкость работы всего интернета и все упадет. В документе очень много неизвестного, и кажется, что авторы законопроекта не совсем понимают, что собираются сделать, и просто выключат весь интернет, как это было с Telegram. Следующий человек — это Искандер Гиниатуллин, директор портала BBoss. Он пишет, что раньше, чтобы защищать хранилище баз данных, веб-карты и сайт, мы пользовались сервисами зарубежных провайдеров вроде Google и Amazon. Когда стало понятно, что в России появится суверенный интернет, пришлось разрабатывать их аналоги. В то же время понимаем, что возможны ошибки фильтрации трафика, кто может гарантировать, что случайным или специальным образом под определенный нежелательный трафик не попадет, например, весь обмен данными между российскими пользователями и американскими серверами. Я думаю, что вам никакой вывод, какой-то итог не нужен. Это я зачитал всего лишь несколько каких-то отрывков, да, высказываний людей, которые так или иначе причастны к интернету, чуть больше, может быть, чем мы, которые тоже имеют какие-то дела в интернете, кто-то бизнес, кто-то какие-то проекты. И сейчас это, может быть, выглядит все очень весело, но когда дело дойдет до реальных блокировок, уже будет поздно, поэтому я очень прошу, поддержите этот ролик. Я оставил ссылочку в описании на все то, что я сегодня рассказывал. Просто это надо освещать, потому что если никто об этом не сказал 1 ноября, то значит не особо и волнует. А это ведь, по идее, Роскомнадзору развязали руки, чтобы просто перекрыть весь интернет. Поэтому, если там есть куда кинуть, кому показать, показывайте этот ролик. Ну и если у вас есть возможность, свой личный канал или какие-то, может быть, социальные сети, странички, напишите об этом, это важная тема для нашего интернета. А на этом у меня все, народ, немножечко отвлекся, извиняюсь. Смотрите вот эти вот ролики по аннотациям, здесь последние игровые новинки, и должно быть интересно и весело, не так грустно, как в этом видео. Ну а с вами был Олег Пазл, всего крутого вам и счастливо.